Милые девушки, приветствую вас на своем канале. Знаю, вы очень ждали, и сегодня я спешу вам представить новое летнее, воздушное, необыкновенно красивое и женственное платье крючком каравелла. С вязанием этого платья справится даже самый начинающий. Вязать его вам будет совсем легко и просто. И буквально за 5-7 дней вы будете блистать в новом, необыкновенно красивом платье. Платье каравелла идеально впишется в городской стиль, в вечерний образ, на выход, а также это просто прекрасный пляжный вариант на жаркое лето. А вот о том, что одеть под вязаное платье, я оставлю вам ссылочку к описанию этому видео, и я подробно показываю и рассказываю, что я ношу под вязаным платьем. Переходите и смотрите. Ну а сейчас я вам желаю приятного вязания и давайте начинать. И мы начинаем с вами вязать. Вязание мы будем начинать вот с таких мотивов. Эти мотивы у нас будут идти и соединяться между собой вот таким вот образом наперед, и 2 таких же на спинку у нас будут идти. Потом мы в дальнейшем их будем вот таким образом соединять. И вязание у нас будет сверху вниз. То есть мы начинаем вязать верхнюю часть платья. Я специально для вас сделала вот так схему. Пожалуйста, скриньте ее, распечатывайте, чтобы вам, возможно, будет так удобнее вязать. Кому удобно вязать по схеме, кому неудобно, тот вяжет со мной. На схеме я красными крестиками обозначила места соединения столбиками без накида вот в ряду с воздушными петлями. Итак, что здесь еще важно сказать? Вот сам этот мотив, он у нас не должен полностью закрывать грудь. Он у нас должен, ну, где-то вот до середины груди доходить, на глубину выреза ориентируйтесь. Также еще тот момент, что вот учитывайте, что один элемент, он у нас должен быть как 1/4 по линии груди. Я еще видео приложу, сейчас вы увидите, как он должен смотреться далее в видео. И вот таким образом нам нужно будет провязать их 4 штуки. 4 штуки мы провязываем, и далее мы будем их соединять. И сейчас я вместе с вами начну вязать. Я вяжу крючком 2,75 и буду начинать вязать
мы начинаем вязать с кольца амигуруми, то есть мы вот обхватываем ниточку вокруг руки вот таким образом. И вот у нас вот она рабочая нить, вот на пальчиках. Мы подхватываем эту рабочую нить. И из этой рабочей нити мы провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 воздушная петелька. Далее у нас идет, вот мы провязали 3 воздушные петли, далее мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом в кольцо амигуруми. То есть вот сюда, вот в это колечко мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик вяжем. Второй, третий и 4 столбик, последний 5. Всего у нас должно быть 6 столбиков. За 6 столбик у нас считается 3 воздушные петли подъема. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик, это 3 воздушные петли подъема. Все. Когда провязали, мы находим вот свободную ниточку от кольца амигуруми и мы затягиваем это кольцо. Вот таким образом. Все, затянули. И у нас вот они, наши 6 столбиков. Далее по схеме мы эту ниточку не обрезаем. Вот они у меня все с ниточками. Мы потом, когда соединять будем, нам эти ниточки пригодятся. Провязали. Далее мы вяжем 3 воздушные петельки на подъем. И дальше, если вы посмотрите, мы провяжем 3 воздушные петли на подъем. Плюс 1 петля сюда пойдет на ряд. И мы будем вязать воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Столбики с одним накидом мы вяжем в столбики с одним накидом основания. И будем завершать столбиком с одним накидом в 3 воздушные петли начального ряда предыдущего ряда. Итак, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли на подъем провязали, 1 воздушная петля на ряд, разворачиваем вязание и делаем накид на крючок и провязываем в следующий столбик, столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид на крючок, в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид на крючок, следующий столбик, столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид на крючок, следующий столбик, столбик с одним накидом. Вот у нас получилось 3 воздушные петельки, это за столбик 1 считается, 2, 3, 4, 5, у нас также должно быть 6. Воздушная петля, накид на крючок, и вот у нас вот они, 3 воздушные петли предыдущего ряда, вот которые мы вязали. Вот мы находим 3-ю воздушную петельку подъема и в нее провязываем столбик с одним накидом. Вот так у нас получается. Провязали. Далее мы начинаем вязать ряд воздушных петель. То есть мы провязываем 1, 2, 3. Вообще у нас идет 3 петли на ряд, а вот эти цепочки, они у нас вяжутся из 4 воздушных петель. То есть мы сейчас должны провязать 3 воздушные петли подъема и 1, 2, 3, 4 петли на арочку следующего ряда. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли на подъем и 1, 2, 3, 4 петли на ряд, разворачиваем. И вот я вам нарисовала столбики. Далее мы провязываем столбик без накида. Вот
Первый у нас был столбик, мы закончили. Первый столбик пропускаем и после столбика провязываем вот воздушную петельку. Первая воздушная петля, которая у нас здесь была. Далее мы 2 столбика пропускаем, также 4 воздушные петли и после 2 столбиков воздушную петельку сюда вяжем столбик без накида. Опять 4 воздушные петли, 2 столбика пропускаем и в последнюю воздушную петельку перед последним столбиком вяжем столбик без накида. Итак, вот сюда мы провязываем столбик без накида. Провязали, вяжем опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Провязали 4 воздушные петли, пропускаем 1, 2 столбик и в воздушную петлю провязываем столбик без накида. Далее опять вяжем 1, 2, 3, 4 и провязываем вот сюда в последнюю, вот перед последним столбиком в воздушную петельку мы провязываем столбик без накида и в конце ряда мы провязываем тут не 2, а 3 петельки. Здесь вот поднимаем 3 петли в конце ряда всегда. 1, 2, 3. Можно 4 точно так же петельки провязать. Но я вязала по 3 петли вот сюда, то есть вот на этот вот у нас крайний ряд, да, у нас будет по 3 петли. И в конце мы провязываем, чтобы у нас было одинаково, вот мы здесь вязали 3 петли на подъем и 1, 2, 3, 4 петли на ряд. Здесь в конце мы точно так же вяжем 4 воздушные петельки. Здесь нарисовано 2 петли, но мы вяжем, чтобы у нас симметрия была, мы вяжем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4 воздушная петля, делаем накид на крючок и в 3-ю воздушную петельку подъема предыдущего ряда провязываем столбик с 1 накидом. Вот так. Вот у нас пошло расширение. Далее мы опять делаем 3 воздушные петли подъема. И вот в эту арочку мы провязываем 5 столбиков с 1 накидом. С 3 воздушными петлями у нас получится 6 столбиков. Делаем подъем. 1, 2, 3 воздушные петли на подъем. Поднимаем ряд, разворачиваем. И делаем накид на крючок. И я вязала вот в эту петельку, вот с которой мы начинали вязать столбик. Я не вязала в арку, а вязала вот в эту петельку, вот в самую крайнюю, вот эту петельку я вязала. И провязываем еще 5 столбиков. Вот у нас получается 3 воздушные петли, это первый столбик, второй мы связали, еще 3 сюда же вяжем. 3, 4 и 5 столбик. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 и 3 воздушные петли, это 6 столбик. Смотрите, чтобы вот если вдруг вы смотрите, что непонятно сколько столбиков связали, вот так раздвиньте и посчитайте, потому что даже вот я ошибалась, когда вязала. Сейчас еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот видите, 1 пропустила. Еще 1 столбик сюда надо связать. У меня было так, что я перевязывала. 5 и 6 столбик. У нас должно быть везде по 6. И проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли, 6 столбик. Все верно. Провязали. И далее по схеме вяжем столбик без накида в арку из 4 воздушных петель. Далее 4 воздушные петли и в следующую арку тоже столбик без накида. И вот сюда, в последнюю арочку, мы будем вязать еще 6 столбиков с 1 накидом. Итак, провязали, находим, вот она у нас арка, и в арку мы провязываем столбик без накида.
провязали, вяжем арку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 петелька. Находим следующую арку, вот она у нас. И в эту арку мы провязываем еще один столбик без накида. Вот. Провязали. Теперь делаем накид на крючок, находим. Вот я вязала в петли подъема. Вот я сейчас буду вязать в 3-ю воздушную петельку подъема. Сейчас я вам покажу, какое это имеет значение. Вот видите, я ввела в 3-ю воздушную петельку подъема, и сюда я буду вязать столбик с одним накидом. Первый. Сюда же я вяжу второй столбик. Вылетела петелька. Сюда же второй столбик. 3-ю воздушную петлю подъема, 3-й и еще 3. Смотрите, вот так у нас получается. Вот я вяжу по краям в петли подъема. И далее я вам буду показывать тоже, что я буду вязать в петли. Потому что, почему я на это обращаю внимание? Потому что некоторые вяжут, вот уже на готовом образце вам покажу. Так, отодвину, чтобы было видно. Когда мы вяжем в петельку, вот в саму петлю, у нас вот этот веерок, он, вот знаете, имеет общее основание, и он красиво раскрыт. Если же бы я вязала под цепочку из воздушных петель, он бы у меня вот так вот расшиперился, уж простите меня за выражение, и у него не было бы вот такой вот рельефности, и вот узор был бы не настолько ярко выражен, потому что он бы расплывался. Поэтому здесь, конечно, вот по схеме вязать, да, вы в принципе можете вязать и под арочку, вот под эту, вот в саму арку просто под арку вязать. Но я бы вам рекомендовала, чтобы вот узор был более четкий, вязать в петли подъема, как вяжу я. Итак, давайте дальше. Провязали. 3 воздушные петельки провязали, и теперь мы переходим, опять провязываем 3 воздушные петли подъема, и дальше у нас опять будет, вот как мы уже вязали, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля в каждый столбик предыдущего ряда. Провязываем 3 воздушные петельки на подъем, 1, 2, 3, 1 воздушная петля на ряд, потому что мы здесь вяжем столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Разворачиваем вязание, делаем накид на крючок, и в следующий столбик провязываем столбик с одним накидом. Почему в следующий? Потому что первый столбик, это у нас 3 воздушные петли, из первого столбика он же как раз и выходил. Далее мы провязали воздушную петлю, и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Опять воздушная петля, накид на крючок, в следующий столбик. Столбик с одним накидом, воздушная петля, следующий столбик, вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Напоминаю, что у нас везде должно быть по 6 столбиков. Прямо считайте, девочки, сколько вы провязали, чтобы не ошибиться. И в последнюю петельку. И просчитали 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков у нас получилось. Провязали. Дальше вяжем воздушную петлю и столбик без накида вот в эту арочку, которую мы провязывали. 1 воздушная петелька. Находим, вот она у нас арочка, которую мы вязали. И в эту арку провязываем столбик без накида. Опять воздушная петля, далее вот мы вяжем воздушную петельку, опять столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля в каждый столбик предыдущего ряда.
провязали воздушную петельку, накид на крючок, и в каждый столбик мы вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петелька, столбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля. И вот тут вот в конце, пожалуйста, не путайте. Вот я провязываю вот сюда, вот видите, вот в предпоследний столбик я провязываю. Вот так вот. Воздушная петля, и у нас последний столбик это 3 воздушные петли подъема. Вот мы делаем накид на крючок, и в третью воздушную петельку подъема мы провязываем последний столбик. Старайтесь вязать вот не за одну петельку, а за 2 стеночки. Вот так вот, за 2 стеночки, видите? За 2 стеночки третьей воздушной петли подъема предыдущего ряда. Все, провязали, посчитали: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. Провязали этот ряд, опять мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель на подъем и провязываем арки. Арки у нас из 4 воздушных петель. Опять же, я нарисовала на схеме красными крестиками, куда мы будем вязать столбики без накида. То есть мы вяжем в первую воздушную петлю столбик, потом пропускаем 2 столбика через одну воздушную петлю, опять 2 столбика пропускаем в воздушную петлю. Вот эту часть мы пропускаем, вяжем сюда столбик, и также у нас повторяется. Давайте провязывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель, разворачиваем вязание и провязываем. Вот она у нас первая воздушная петелька, вот она первая воздушная петля, сюда вяжем столбик без накида. Опять 4 воздушные петли арка, 1, 2, 3, 4 провязали, пропускаем первый столбик, второй, и вот сюда вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, пропускаем 1, 2 столбик, и вот сюда столбик без накида. 1, 2, 3, 4, пропускаем вот эти вот наши вязания, вот эти, да, вот видите, и вяжем вот сюда. То есть мы пропускаем вот эту арку предыдущего ряда и вяжем в первую воздушную петлю вот этих 6 столбиков. Это будет у нас так на каждом ряду. Вот тут не ошибайтесь, иначе у вас рисунок будет косить. То есть мы вяжем вот строго по схеме. Я вам не зря здесь крестиками нарисовала. Далее 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, и провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, и сюда вяжем столбик без накида. Провязали. И в конце мы опять вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, и в третью воздушную петельку подъема за 2 стеночки, вот они у меня 2 стеночки, я ввожу крючок, вот они 2 стеночки на крючке, чтобы не вытягивалась нить, мы провязываем столбик с одним накидом. Так, все, провязали. Вы можете себе карандашиком еще где-то ставить, да, какой ряд мы провязали. Вот этот ряд провязали. Сейчас мы будем, вот получается, одни ракушки провязали, вторые. То есть вот одну провязали, вторую провязали. Пошли теперь у нас опять арки. Опять арки мы начинаем вязать. Вот они, мы провязали арочки, да, вот сюда. И теперь мы опять начинаем в эти арки вязать наши ракушки. То есть мы 2 ряда ракушек провязали, переходим на 3.
Начинаем вязать ракушки опять с 3 воздушных петель. И как я говорю, не в третью воздушную петлю, девочки, а в столбик предыдущего ряда. Вот самую первую воздушную петельку, да, которую откуда мы вязали, мы сюда в петлю основания вяжем все 6 столбиков. Вяжем 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, и вот сюда мы будем провязывать все остальные столбики. Делаем накид на крючок, и сюда же, вот она у нас петелька, да, вот сюда мы вяжем. Это у нас будет второй столбик, и сюда же вяжем еще 4. Раз, два, три, 4. Вместе с петлями подъема 4. Нам нужно 6. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5 и петли подъема. Все верно. Провязали. Теперь столбик без накида в арку. 4 воздушные петли, столбик без накида в арку, и в эту арку будем вязать еще 6 столбиков. Сейчас я покажу, как я буду вязать вот сюда в арку. Провязали, находим арочку предыдущего ряда, провязываем столбик без накида и провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В эту арку в следующую опять вяжем столбик без накида. Вот так. То есть мы провязали вот эти столбики и арочку. И теперь нам нужно провязать вот в эту арку 6 столбиков с одним накидом. Итак, делаем накид на крючок. И вот смотрите, я вяжу не вот так, не в саму арку, да, потому что я вам сейчас покажу, если я буду вязать в саму арку, как это будет выглядеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, вот у нас как это будет выглядеть. У нас по всей арке вот так в конечном итоге ракушка наша разъедется по всей арке. А нам нужно, чтобы ракушечка, вот она в центре была. Видите, как она смотрится, когда она в центре? У нее общее основание, и она пышненько смотрится. А здесь у нас ракушка, она вся разъехалась. Но это на ваше усмотрение. Вы можете вязать хоть так, хоть в петлю основания. Я вязала все в петлю основания, поэтому я делаю накид на крючок. Опять же, ввожу вот в петельку под 2 петли. Видите, вот они у меня 2 петельки за 2 стеночки. Не за 2 петельки, за 2 стеночки петли ввожу крючок. И в эту петельку я начинаю провязывать 6 столбиков с одним накидом. Первый. Сюда же второй столбик. Третий. Четвертый, 5 и 6. Ох, чуть у меня не упала коробочка с пряжей. И вот так вот, видите, когда мы вяжем в петельку основания, у нас ракушечка, она собранная и красиво смотрится. Провязали, и дальше мы вяжем столбик без накида вот в эту арку. Провязали. Все, вот так у нас получилось. Вот это мы провязали. 4 воздушные петли и опять 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали 4 воздушные петли в эту арочку. Вяжем столбик без накида. Делаем накид на крючок, и вот здесь я тоже буду находить 3-ю петлю подъема, вот она у меня, вот, и сюда, вот в эту 3-ю петлю подъема я буду вязать 6 столбиков с одним накидом, чтобы опять у меня вот такая ракушечка получилась.
первый столбик и сюда еще 5. Вот так у нас получается. Провязали. Вот этот ряд мы провязали. И теперь мы переходим столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля в арочке. Вяжем столбик без накида между вот этими столбиками по воздушной петле. Итак, начинаем с 3 воздушных петель подъема и 1 петельки на ряд. Раз, 2, 3 воздушные петли подъема, 1 петелька на ряд, разворачиваем вязание и в каждый столбик мы вяжем по столбику с 1 накидом. Это мы уже вязали, уже знаем. И не забываем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, 6 столбиков провязано. Воздушная петля. Находим арку предыдущего ряда. Вот она. И в эту арку мы провязываем столбик без накида. Провязали. Вот эту часть. Опять воздушная петля. И опять повторяем все то же самое. Воздушная петля, накид на крючок и вяжем. У меня 5-й столбик и последний 6-й. Воздушная петля, находим арку, в эту арку вяжем столбик без накида, воздушная петля и в последнюю вяжем опять 6 столбиков и воздушная петелька. У меня 1-й столбик. Второй. Не забывайте считать столбики. И последний столбик мы вяжем в 3-ю воздушную петельку петли подъема. Все, провязали. Вот у нас получается уже 1, 2, 3 ряда ракушек мы провязали. 1, 2, 3. Все, провязали. У меня всего 5 рядов. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мне нужно провязать еще вот этот и вот этот ряд. То есть вот до ряда соединения. У вас может быть свое количество рядов, вы можете тут увеличивать по аналогии этой схемы и делать свое количество рядов. То есть здесь все зависит от вашего размера груди. У кого-то может хватить 4 ряда, кому-то нужно больше. В общем, давайте дальше вязать. Итак, девочки, давайте разбираться, какой высоты нам нужны вот эти вот треугольнички. Да? Во-первых, у нас один треугольник должен быть как вот 1/4 нашей окружности. То есть вот у нас 1/4, вот 1/4, 2/4 и по спине 2/4. У нас это должна быть вот одна окружность. Когда мы берем и определяем, какую высоту нам нужно, у нас вот этот треугольник, он не должен закрывать вот так всю нашу грудь, как мы, когда вяжем там купальники, да, другие какие-то платья мы вязали. Смотрите, здесь этот треугольник должен просто оформлять наш вырез. Не смотрите, что неровно. Вот когда мы их соединим, у нас должно как раз вот доходить до боков. Вот видите, до одного бока у меня дошло и до другого. Вот как раз.
И 2 таких же у нас будут на спине. И когда мы их свяжем, так, ну, немножечко разошлось, вот, мы должны их связать 4 штуки. Когда мы их свяжем, мы их будем соединять, и далее у нас вязание пойдет по кругу. Далее мы будем вязать лямочки, и тут у нас уже вся обвязка пойдет. Поэтому мы должны связать вот такую высоту. Не делайте ее вот такую огромную, потому что у вас они получатся максимально широкими. Нам важно вот именно вот этот вырез сформировать, чтобы у нас был вот тут красивый вот такой вот вырез. Далее мы уже это будем сюда довязывать. Поэтому вот так вот у нас это все должно получиться. Все. И продолжаем дальше. Мы провязали первый ряд ракушек, второй, третий, и переходим на вязание 4 секции раппортного ряда нашего узора. И он у нас будет начинаться теперь с арочек воздушных петель. Опять мы вяжем 3 воздушные петли на подъем, 4 на арку, и соединяем все, как мы уже тут ранее соединяли. Все то же самое у нас остается. Провязываем 3 воздушные петельки на подъем и 1, 2, 3, 4 воздушные петли на ряд. Разворачиваем вязание, и, как мы помним, столбик без накида мы вяжем вот сюда. Столбик без накида. Опять мы вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, пропускаем первый, второй столбик и опять вяжем сюда. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, 2 столбика пропустили и вяжем в эту арочку. Все, у нас начинается следующая ракушка. Мы помним, что мы вот эту часть пропускаем, вот эту часть, и вяжем вот в эту арочку после первого столбика ракушки. Провязываем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4 воздушные петли, и вот она, наша арка. Сюда вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 2 столбика пропустили, сюда провязали. 1, 2, 3, 4. Провязали. 1, 2, 3, 4. Пропускаем опять вот эту арку и вяжем после первого столбика следующую ракушку. И заканчиваем. Вот тут мы вяжем вот сюда, перед воздушными петельками. И далее вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, накид на крючок, и в третью воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Обязательно считаем, да, вот видели, я здесь думала, я ошиблась, что не довязала столбик, мне пришлось бы все распускать и провязывать. Поэтому, девочки, обязательно считайте столбики. Провязали вот эти арки, и теперь мы начинаем вязать в арочки по 6 столбиков. Все то же самое, как мы, в принципе, вот тут уже вязали. Тут ничего у нас сложного нету. Начинаем мы с 3 воздушных петель подъема. Они у нас будут считаться за первый столбик. И в первую петельку подъема, да, вот помним, вот в эту петлю, вот сюда, мы сейчас будем провязывать еще 5 столбиков. Второй, третий, четвертый и пятый. Вот у нас получается первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой навязываем. Вот тут важно все, девочки, считать. Так, провязали.
Далее смотрим столбик без накида в арку, 4 воздушные петли, столбик без накида, и опять повторяем все то же самое. Провязали, вяжем. Так, мы сейчас вяжем столбик без накида. Немножко запуталась уже. Вот в арочку вяжем столбик без накида. Раз, два, три, 4 воздушные петли в арку, вяжем столбик без накида, накид на крючок, находим петельку, под 2 стеночки вяжем 6 столбиков с одним накидом. И все, в принципе, повторяем то же самое, что мы вязали. Вот у меня провязано 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков я провязала. Обязательно, девочки, просчитывайте, чтобы потом не было вот так открыли, да, и посчитали. Вот они 6 столбиков, чтобы потом не перевязывать. Сюда столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в арку, и опять провязываем все то же самое. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, столбик без накида в арку, и в 3-ю воздушную петельку подъема за 2 стеночки провязываем 6 столбиков с накидом. Первый столбик, второй и еще 4. Провязали, и далее мы переходим. Вот мы дошли до этого момента. Опять 3 воздушные петли, 1 петля на ряд, и в каждый столбик вяжем столбик с одним накидом, и между каждыми столбиками по воздушной петле. Здесь в арочку вяжем столбик без накида и повторяем до конца ряда. И в принципе мы провязываем именно ту высоту, которую нам нужно. Вот таким образом, как мы провязывали это с вами, начиная от самого первого ряда. Я сейчас довяжу вам свою высоту, и мы с вами будем соединять наши мотивы. А вы довязывайте свою. И я провязала 4 элемента, и теперь мы их будем соединять между собой. Хочу сказать, чтобы не вязали слишком туго, потому что у нас платье должно одеваться через голову. То есть туго тут у нас не пойдет. Пусть оно лучше будет чуть свободно. Итак, я вот соединила вот эти ниточки, просто связала их между собой. То есть одну ниточку ввела воздушную петельку и завязала. И теперь мы их будем провязывать вместе, мы начнем вязать по кругу. Мы закончили вот на ряде столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. У вас тоже должно закончиться на этом. Следующий ряд, если бы мы вязали, дальше продолжали вязать, у нас будут воздушные петельки. 4 воздушные петли, у нас арки пойдут. И теперь мы будем вязать по кругу. Я вам буду теперь показывать начало ряда и конец ряда, потому что схему основного узора мы уже знаем. Итак, вот у меня закончила я
ряд. И теперь я буду начинать новый ряд. Мы начинаем, как всегда, с 3 воздушных петель на подъем. 1, 2, 3. И если бы мы вязали поворотными рядами, то мы бы вязали 3 петли на подъем и 4 петли на арку. Но так как у нас будет состыковка узора, а арка у нас всего 4 воздушные петли, то мы должны провязать только половинку. Поэтому мы вяжем 3 петли на подъем и 2 петли на арку. Поэтому мы провязываем сейчас 2 воздушные петельки. Провязали 2 воздушные петли, так я уберу, чтобы нам не мешало, и мы вяжем дальше все как обычно. Мы вяжем в первую петельку, столбик без накида, опять 1, 2, 3, 4, пропускаем 2 столбика и в следующую вот арочку, да, провязываем столбик без накида, опять 1, 2, 3, 4, 2 столбика пропускаем, столбик без накида. Опять провязываем 1, 2, 3, 4. Пропускаем вот эти столбики и вяжем после первого столбика. Столбик без накида. И так мы провязываем полностью по нашей вот этой арочке. Далее мы присоединяем еще 1/3, да. Потом, когда мы это все вот по всей длине провязали, мы подсоединяем 4, провязываем. Потом 4 мы соединяем вот с началом и подходим. И когда мы сюда подойдем, я к вам вернусь и покажу, как мы будем соединять. И вот я провязала по кругу все 4 элемента у меня провязаны, и я подошла к началу ряда. Мы здесь вязали 3 воздушные петельки на подъем, 2 петельки на ряд. И этот ряд нам нужно, конец ряда, закончить точно так же. Тут у нас, конечно, получится немножко масло масляное, но по-другому мы не соединим. Поэтому здесь мы в конце ряда провязываем 2 воздушные петли. И в 3-ю воздушную петлю провязываем столбик с 1 накидом. Берем начало ряда, вот которая у нас первая была четвертинка, находим 3-ю воздушную петельку подъема здесь, вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петелькой протягиваем. И у нас получается вот такое соединение. Потом мы, конечно, это все соединим, все у нас будет аккуратненько. Вот так мы соединили. Сейчас я вам покажу немножко. Так вот провяжу, да. Вот так у нас получается вот эти соединения. Здесь у нас тоже соединение. Вот она как бы получилась воздушная петелька. Потом ниточкой мы это еще вот так все соединим. И у нас получится вот они наши 4 петельки. Нужно будет только вот тут в начале ряда, как у нас вот эти вот мы соединяли ниточками, у меня просто нету ниточки, мы соединим, и у нас будет ровненько. Поэтому сейчас я соединю и к вам вернусь еще раз. И вот смотрите, я соединила специально ниточкой другого цвета, чтобы вам было видно и понятно. Вот я соединила начало, и у нас получилась вот она, та самая нужная нам арочка из 4 воздушных петель. Да, здесь несколько получилось у нас масло масляное, может быть, можно было это как-то по-другому соединить, но и эта арка нам, в принципе, тоже подойдет. Поэтому давайте дальше будем начинать наш ряд. После арок воздушных петель у нас по схеме мы бы дальше вязали вот наши 6 столбиков с 1 накидом и между ними арочку. Так как мы остановились на половине, а если бы у нас здесь была половина, вот она серединка, да, вот условно назовем вот так вот, то мы должны с этой стороны провязать 3 столбика,
с одним накидом и дальше пойти по схеме нашего основного узора. А когда мы будем подходить к концу ряда, мы вот также будем провязывать и заканчивать 3 столбиками с одним накидом и соединять их вместе с соединительной петелькой. Поэтому опять я с вами начинаю ряд. Так как у нас здесь, смотрите, мы будем провязывать сейчас 3 воздушные петли, то есть тут серединка, 3 воздушные петельки подъема, они у нас будут считаться за один столбик с накидом. И я начинаю вязать. Первая петля, вторая, третья. Это у нас один столбик с накидом. Сюда же вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Провязали. Далее мы вяжем в арочку столбик без накида и вяжем арку. То есть у нас узор, он никак не меняется. Находим арку и в арочку вяжем столбик без накида. 4 воздушные петельки, соединяем столбик без накида. И далее вот у нас очередность, она должна совпасть. То есть у нас до этого на шахматный порядок идет. Мы здесь вязали ракушку, теперь она у нас должна в серединке быть. Как по схеме. Вот между ракушками у нас идет следующая ракушка. Накид на крючок и под воздушную петельку провязываем 6 столбиков с одним накидом. И 6. Под арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида опять под арку. И так мы провязываем по кругу до начала. Вот откуда мы начинали. У меня это вот маркер, да, желтая вязочка. Я провяжу и опять к вам вернусь. Так, девочки, я подошла вот к нашей желтой ниточке, к началу ряда, где мы с вами вязали в начале 3 столбика с одним накидом. Вот я провязала арочку из 4 воздушных петель и подхожу теперь к нашему началу ряда. Мы, как с вами помните, мы здесь вязали 3 столбика с одним накидом, и теперь в эту же петельку мы будем довязывать еще 3 столбика с накидом. То есть у нас с вами получается, вот мы половинку с вами провязывали, да, мы подошли вот к половинке, то есть мы должны еще довязать 3 столбика с одним накидом. И теперь мы вяжем. Я делаю накид на крючок, нахожу вот эту петельку. И в эту петельку я провязываю первый столбик. Я провязываю сюда же второй. И третий. Провязала, нахожу, вот она первая наша, видите, первая цепочка из 3 воздушных петель, вот она. Я нахожу 3-ю воздушную петельку, ввожу крючок и соединительной петелькой соединяю и закрываю ряд. Так, что-то я 2 ниточки подхватила. Вот так. И вот у нас получились 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков.
Следующий ряд у нас будет столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Тут ничего сложного. Здесь мы остановились вот на этом месте. Мы сейчас провязали, сейчас мы опять будем делать 3 воздушные петельки подъема, 1 петельку на ряд и начнем вязать. То есть условно вот разделяйте наш узор вот на половинку, да, что вот так вот, чтобы у нас было понимание, что у нас вот тут разделение. И сейчас мы провязываем начало ряда. 1, 2, 3 воздушные петли, 1 петелька. Это вот мы провязали 3 воздушные петли, это у нас столбик с одним накидом, 1 воздушную петельку на ряд между столбиком, и дальше мы пошли вязать уже то, что знаем. Накид на крючок и столбик с одним накидом, предыдущий столбик с одним накидом предыдущего ряда. То есть у нас здесь должно быть 3 столбика с одним накидом. Вот 1 столбик, это у нас 3 воздушные петли, еще один мы довязываем, накид, воздушная петля, простите, накид на крючок, и в следующую петельку мы вяжем еще 1 столбик с накидом. Воздушная петля, и в арку провязываем столбик без накида. Опять воздушная петля и начинаем вязать 6 столбиков с одним накидом и между ними воздушная петля. И точно так же мы провязываем по кругу до конца. Я довяжу, к вам вернусь и покажу опять, как мы дальше будем закрывать ряд. И вот я подошла к концу ряда. Вот мы вязали здесь 3 воздушные петельки у нас были и 2 столбика. То есть 1, 2, 3 столбика с одним накидом мы связали. И теперь сюда мы довязываем еще 3 столбика я вяжу в конце ряда, чтобы нам соединить и закрыть ряд. Так, 1 воздушную петельку я не связала, 1 воздушная петля, 1 столбик, воздушная петля, так, 2 столбик, воздушная петля и 3 столбик. Воздушная петелька и находим 3-ю воздушную петлю подъема, вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петелькой соединяем. Все, вот у нас получились 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. И далее мы вяжем все то же самое. Далее у нас начинаются арки. Далее 1, 2, 3, 4, опять 2 столбика пропускаем и далее вяжем. И мы уже знаем, как вязать по кругу, и вяжем мы необходимую нам высоту. Здесь важно понимать, что платье у нас будет длинное, поэтому чтобы у нас платье сильно вниз не оттягивалось, мы не вяжем сильно длинно. Я сейчас провяжу несколько рядов, я к вам вернусь, покажу на себе, какую я провязала длину, докуда вам нужно будет довязать. И далее мы будем провязывать лямочки. Мы провяжем лямочки для того, чтобы у нас была посадка, и уже от этой посадки мы начнем вязать низ нашего платья. Я провязала вот такую длину, буквально несколько раппортов еще, и я провязала лямочку. Сейчас мы с вами будем переходить на вязание лямочки. Для чего это нужно? Для того, чтобы нам было удобнее примерять платье и видеть, как у нас оно будет себя вести, когда мы одеваем на себя. Почему? Потому что чем
длиннее мы будем вязать платье, тем оно у нас будет сильнее оттягиваться. Чем больше вес платья, то есть чем длиннее, да, тем больше вот это будет вытяжение. Лямочку я спереди я уже основательно пришила, привязала, а сзади я ее только наживулила. Она у меня здесь просто так немножечко пришита, чтобы потом, когда будет сшита длина платья, у нас вот эта пройма под тяжестью платья, она будет уходить. И если мы сейчас пришьем хорошо лямку, нам потом придется распарывать и ее убавлять. Поэтому мы сзади ее будем немножечко наживуливать, чтобы потом можно было ее распустить и убрать, допустим, несколько вот раппортов нашей лямочки, да, вот мы распустим, и уже пришить в конце, когда платье будет готово. Поэтому вот такой у нас вырез должен получиться. Вот таким вот образом, то есть это не чашки лифа, это просто вот у нас такой вырез. Вот так оно у нас будет смотреться, такой узор у нас очень интересный, красивый. Поэтому, девочки, мы сейчас будем переходить на вязание лямочки. Когда мы лямочку свяжем, то есть вы точно так же пришиваете, чтобы с возможностью потом эту лямочку распустить. Вот, поэтому вяжем. И теперь мы будем вязать лямочку. Лямочка у нас абсолютно простая, состоит из столбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушные петли, еще 2 столбика с накидом. Тут в принципе ничего сложного. Когда будем вязать лямочки, обязательно просчитывайте, сколько у вас вот хотя бы просто раппортов, да, раппортных рядов в лямочке, чтобы лямочки были одинаковые. Ну, думаю, это все всем понятно. Для вязания лямочки нам потребуется набрать 6 воздушных петель на ряд и 2 воздушные петли подъема. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 2 петельки подъема, 1 и 2. И теперь в 6-ю петлю провязываем столбик без накида. Это у нас будет основание. Считаем по петелькам: 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. И весь первый ряд мы провязываем столбиками без накида. У нас получится 6 столбиков без накида. Первый мы провязали, первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Вот 6 столбиков мы провязали. Теперь мы провязываем 3 воздушные петли на подъем. Они у нас будут считаться за первый столбик с накидом. Разворачиваем вязание. В следующую петельку вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания, 1, 2. Так, ой, я пропустила, вот видите, пропустила столбик. Провязала и невнимательно, не туда. Накид на крючок, во 2-ю петельку столбик с 1 накидом провязываем, 2 воздушные петли, накид на крючок, пропускаем 1, 2, провязываем в предпоследний столбик, столбик с 1 накидом, и в последний столбик, вот он у нас, мы также вяжем столбик с 1 накидом. Вот. Теперь опять вяжем 3 воздушные петельки на подъем, 3, разворачиваем вязание, в следующий столбик, то есть столбик предыдущего ряда, провязываем столбик с 1 накидом, опять 2 воздушные петли, накид на крючок и еще 2 столбика с 1 накидом. 1 столбик, и в 3-ю воздушную петлю подъема вяжем еще 1 столбик с накидом. И следующий ряд точно так же вяжем.
вот такая у нас лямочка будет получаться. То есть у нас должно получиться 2 одинаковых лямочки. Когда мы их провяжем, 2 лямочки, точно так же. Вот я для себя прикрепила маркер, чтобы я понимала, что это у меня передняя часть перед моего платья. Я привязала иголкой с ниткой на переднюю часть платья, привязала основательно, а здесь я вот так вот слегка на бантик завязала, для того, чтобы мне было удобно мерить. И как я сейчас померила, я понимаю, что вот для такого формата мне нормально, а когда будет у меня длина платья, и платье будет иметь вес, то, конечно, у меня пройма оттянется. Поэтому мы сейчас провязываем лямочки, пришиваем их, примеряйте на себя. То есть у нас вот длину топа у вас у каждого своя. Я сейчас тоже лямочку довяжу, вернусь к вам, и мы с вами будем смотреть, как мы будем вязать дальше. Девочки, я провязала и присоединила лямочки, наживулила их здесь, и вот такая у меня длина получилась. Вот, сейчас мы будем присоединять и вязать другой узор. У нас это будут уже ракушки, только более крупные и в другом расположении. Вот такого формата свободного, не в обтяжку у меня получается, у меня все свободненько. У нас платье будет вязаться, поэтому сейчас мы с вами будем присоединять ниточку. У нас будет другой раппорт. У меня рост 1,62 м, объем груди 90, талия 63-64. И в принципе все, что я хотела здесь вам сказать. Поэтому давайте дальше переходить на вязание уже нижней части нашего платья, уже быстрее довязывать.